на старуху бывает проруха. Вот смотрите, все симпатично, на первый взгляд все продумано. Ну нету никакого трешака, там как у самозастроя. Но мы нашли так... Итак, ребята, приветствую вас в уже наступившем 2021 году. Итак, господа, сегодня будет очередная серия приключения домоподборщика. Поэтому набираем чайку, берем чипсики, пивасик, нажимаем тут колокольчик и подписываемся на наш канал. Не забываем это делать, чтобы смотреть все новые выходы приключения домоподборщика. Итак, ребята, в прошлом выпуске случайно мы не успели врезать вставку про нашкодившего застройщика, который там, конечно, в этом сильно не виноват, но на деньги он попал. Итак, ребята, в эту серию она уже войдет. Поэтому, господа, смотрим внимательно, не совершаем ошибки, которые уже перед вами совершили люди, которые попали на бабки. Господа, будьте аккуратнее, смотрим видосик. Итак, погнали. Итак, ребята, смотрите, большой, хороший, стильный дом. Заходите вы его смотреть, он стоит 7 миллионов рублей, ну неважно где. И на входе нас встречает забор. Я сейчас даже до дома не буду. Ну вот, вы сразу проходите смотреть дом и, скорее всего, вообще не обратите внимания на забор. Но сейчас я хочу поставить на паузу и написать в комментарии ниже, что вы там замечаете. Итак, ребят, смотрите, сейчас увеличу вам повнимательнее. Скорее всего, если бы сами вы были, вы бы на это не обратили внимания. Вот, смотрите. Нижний ряд забора. Забор хороший, стильный, красивый. Выполнен из керамического кирпича, такой же, как и верхний. Я вам сейчас объясню. Это кирпич пустотелый. Кирпич это Староскольский, Железногорский или еще какой-нибудь керамический. В нем есть такие дыры. Ну, потом, ладно, это не важно. Короче, вот этот ряд лежит прямо на земле. Зимой или дождь, когда идет. Вот здесь будет куча снега, который никто чистить никогда не будет. И когда он будет таять, он весь будет таять в этот кирпич. Как вы видите, уже этот кирпич перестал высыхать. Вот эти белые высылы уже появились на поребрике. И вот кирпич уже такого цвета, жухлого, я бы сказал. Я думаю, что в нем внутри уже живет грибок, болото, мох, и все там есть. И скорее всего, если не замазать его мастикой гидроизоляционной, или там обклеить рубероидом, или поштукатурить какой-нибудь штукатуркой, которая ватерпрофная. Если этого не сделать, то, скорее всего, этот забор будет разрушен и, возможно, будет там его, ну как, я не знаю, там, если столбы нормально стоят, его ветром, конечно, не сдует, но этот кирпич придет в негодность, а забор этот тоже весит немало, и он может просто разрушиться от внешнего воздействия, например, ветра или там какой-нибудь еще нагрузки. Поэтому будьте аккуратней. Я так понимаю, что человек бы пришел без нас, он бы посмотрел дом, он бы даже сюда не глянул никогда. А это серьезный момент. Он как бы копеек стоит. Ну, не знаю, отделать этот забор, ну, обойдется там 20 тысяч рублей. Но человек бы просто не стал на это обращать внимание и не заметил бы этого. Итак, друзья, дом от застройщика, симпатичный дом, классный дом, все нормально, 5,8 стоит. Ошибок в принципе не должно быть. Я сразу говорю клиентам, ребят, если застройщик, он имеет большой опыт, мы там больше, чем на 50-100 тысяч вряд ли найдем косяков. Ну, типа, ну, почти всегда так бывает. Но и на старуху бывает проруха. Вот смотрите, все симпатично, на первый взгляд все продумано. Ну, нету никакого трешака, там, как у самозастроя. Но мы нашли такой очередной, ну, такой не очередной косяк. Я сейчас про него более подробно расскажу. Итак, друзья, смотрите, при осмотре дома не было выявлено никаких косяков реальных. Там, ну, мелочь какая-то там. Неутепленный грибок поменять, там, 5000 делов. Но абсолютно случайно при осмотре отопления, ну, человек присел и увидел ржавчину. Новые батареи. Понимаете прикол? Вот, смотрите, я сейчас прикладываю фотку. Производителя я описать не буду, не хотелось бы давать ему антирекламу. Еще на меня там, не дай бог, подадут в суд. Это все мне 100 лет не нужно. Смотрите, какой же скач. Я сейчас скажу такой факт. Смотрите, застройщик этот, ну, видимо, ну, от покупки пока было отказано, там достаточно сильная замена, там в доме 11 батарей, по-моему, и все эти батареи, я сейчас скажу, они смонтированы, они произведены в июле 2020 года и смонтированы в сентябре, и в принципе они даже не видели воды, там только-только запустили систему, и все эти батареи ржавые. Я вам что скажу? Их уже прямо сейчас нужно менять. И в принципе, эта ржавчина, видите, они в пленочке. В пленочке. Ну, понимаете, в чем прикол? Это просто, ну, дичь еще. Там в некоторых местах даже шпаклевку не ложили. Это на всех таких батареях. Производители не говорят, смотрите, сейчас появилась новая тенденция.
Раньше все ставили биметаллические радиаторы алюминиевые. Сейчас многие люди рекомендуют ставить стальные радиаторы Пурма. Это ну, импортные. Они стоят очень дорого, но у них есть очень много российских аналогов. И вы самостоятельно. Если с них снять все этикетки и наклеечки, не определите, какой это производитель. Российский или импортный. Поэтому, если вы не можете определить, вам рекомендуется позвать специалиста. Смотрите, это человеку повезло, что это не проявило себя. Ну, смотрите, на самом деле это было не видно. Как вы видите, это в самом низу. Это снизу. Все это снизу. Для того, чтобы это заметить, нужно подойти к батарее, вот так посмотреть на нее. В принципе, человек смотрит дом, он смотрит широко, и он бы этого точно не заметил. Но я вам точно скажу, замена вот этих батарей обойдется, ну, там, порядка 100 тысяч рублей. Ну, ладно, 70 тысяч рублей. И вы самостоятельно могли этот вопрос проморгать. И я еще больше скажу. Я так понимаю, что, ну, не хочу никого обвинять. Человек этот просто не видел. Сам не видел. Он, понимаете, никто... Это новые батареи. На них есть еще гарантийные чеки. Человек купил, поставил новые, модные, красивые батареи. Очень, вот так вот, кайфово смотрится. Просто люкс. Он даже сам не знал, что бы он вам продал. И я так понимаю, что, скорее всего, если бы, ну, кто-то заметил такой косяк, я уверен, что, ну, я дам 75%, что задули бы просто с баллончика, и вы бы купили себе такой домик, а потом через год у вас началось батареи, ну, все эти батареи бы потекли. Поэтому будьте аккуратнее, ребят, будьте аккуратнее. Итак, друзья, вот достаточно комичный момент. Смотрим, ставим на паузу, пишем, в чем тут прикол. Этот самострой продается за 3500. Контур, там, по-моему, 11×12. Ну, он не закрытый контур. Смешно, ну как вот, смешной прикол. Поставьте на паузу, напишите, в чем пуля. Ну, смотрите, мы были удивлены. Я не знаю, кто ему делал. Как вы видите, окна здесь перекрыты уголком. Не окрашен, кстати. Ну, желательно бы красить, потому что пластиковые окна белые поставить, и будет потом стекать это все. Вся эта бяка по вашему белоснежному окошку. Смотрите, верхняя планка, верхняя перемычка из уголка, это два сваренных уголка, я смотрю, вот арматурка тут, она выполнена без четверти. Смотрите, какой расклад. Вот боковые четверти должны быть, и верхние, не менее 5 сантиметров, чтобы остался зазор не менее 2 на пену. Так вот, здесь нет пены. И даже отсутствует возможность монтажа. Вот вы приобрели бы этот дом. Кстати, ну, покупателю было заявлено, что есть такой момент. Я там второе вообще окно покажу. Это будет просто ржака. Вот я не знаю, кто это строил. Но вот смотрите, верхней четверти нет. Заказчик, видимо, он наверх не поднимался. И он не знает, как ставить окна. А зачем ему это нужно? Он просто нанял людей на Авито. Вот они ему положили. Без верхней четверти. Понимаете прикол? Вставится потом окно. И там должна быть пена. Они задуют пену. У вас эта пена будет. Вот, представляете, тут есть четверть, сбоку есть четверть, а сверху четверти нет. И там будет торчать пена туда-сюда. Это будет достаточно комично. Ну как бы, можно потом приклеить какой-то там 5-сантиметровый уголок. Кто будет это делать? И выглядит это, ну, сами понимаете. Я сейчас дальше видео покажу. Это будет достаточно весело, потому что там это смешной видос. Вот с того же дома. Это просто вот запененная. Вот в этом месте почему-то появилась четверть. Может быть, люди вспомнили. Да, надо же поставить четверть. Видите, это с того же дома. Вот назад чуть перемотаю. Так, где тут? Запенили частично, запенено. Потом просто дыра. До верха не доложено. Ну, типа, видите, как обводка. Но тут четверть они оставили. Я думаю, тут четверть сантиметров 8. Ну, пускай лучше 8, чем ничего. А здесь уже вот. Ну, для контроля, видимо, четвертей, а может быть, заказчик контролировал устройство четвертей вот этим прибором, потому что он тут имеет место быть. Итак, друзья, надеюсь, вам понравилось. Поэтому не забывайте подписаться на наш канал и поставить здесь лайкосик. Итак, ребята, желаю всем вам купить себе или построить отличный, офигенский дом для счастливой жизни и не совершать чужих ошибок. Всем пока, с вами был Максим.